с хардлайнершами. Без дунка не погоняет. Сливают и сливают, ладно. Хотя бы вот руку не заставил себя отрезать. Пидорас. Казалось, что я слишком толстый. Вау, как он это делает, боже мой. Как долбоёб. Всем привет, друзья! Я нахожусь у компьютера трансляции, с которого собрали уже больше 100 миллионов просмотров. Владельца этой машины по производству годного контента зовут Андрей Голубев, и он позвал нас в гости. Сколько времени ты проводишь за компом дома? Дома. Слушай, ну я почти все время, наверное, провожу за компом. И исключение это какие-то занятия, если дома спортом занимаюсь, например. Что мы делаем? Мы или вперед на грудь, или вниз на трицепс. Это ты так сам решил, что вот ты вот просыпаешься и думаешь, вот сегодня посижу за компом 8 часов? Или у тебя есть какие-то обязательства перед Твичом, что ты обязан какое-то время в сутки обязательно находиться на трансляции? Требуется часов 80-90 в месяц за стримы. Это относительно нормальных стримеров не курильщиков, нормально. У меня в каждом месяце что-то около 280 часов. Где-то часа 3-4, наверное, в день, если вот каждый день стримить, грубо говоря. Но в итоге ты делаешь как? Как долбоёб. Отличный выбор, хорошо, аплодисменты для дорогих. Хорошо, Кстати, сколько в месяц тебе приносит Начинается. именно стрим? Ты еще потом про это самое, размер члена спросишь, да? Вот. Палить, конечно, я не буду ни в коем случае. Это же вопрос, получается, такой на тоненького. Ну, Но типа 6 знаков, 5 знаков. достаточно знаков. Ну, типа до 100 тысяч рублей ты зарабатываешь на Твиче или Да. больше 100 тысяч рублей? Более 100 тысяч рублей. Более в 100 тысяч месяц, рублей. да. Ты всегда планируешь жить так? Казалось бы, Андрей мастерски провел нас мимо барчика, мимо холодильника, и мы могли бы не заметить 2 бутылки хванчкары. Это взялось из Грузии. Я слышал, что у вас на передаче все можно, так что если вдруг захочешь винишко попить, то, пожалуйста, есть. Мы нальем его в кружки, и никто не догадается, Или- что там вино. Или, ну, отличный план. Чем ты питаешься во время стримов своих? Ну, вот до сегодняшнего дня я питался исключительно гречкой и курицей. Вот, у меня в холодильнике стоит чан с гречкой, и курицу я заказываю, привозят на куриные грудки на мангале приготовленные. Вот, и, соответственно, во время паузы отсюда, вот немного отсюда, микроволновку, все, готово, поел. А сейчас начал пробовать пятиразовое питание по советам шарящих людей. Пока нормально, я поел 3 раза, есть впечатление, что, в принципе, все, что тебе нужно делать в этот твой обычный день, это есть. Картошечку, курочку с беконом, кетчуп, майонезик, лучок, помидорчики, сачок. Каждые 2 часа ты ешь, пьешь. Ну, надо попробовать. Да дай ты мне пожрать, тварь. Ах ты жирное хуйло, ты жрешь до сих пор там сидишь. Я только начал, я готовил. Да, кстати, друзья, у нас время от времени тут будет кричать Ярослав Н.С. Кузнецов, потому что мы... Ну, он стримит Майнкрафт, просто невозможно оторваться. И покрикивает периодически мне вот тут в наушник. Ты можешь вспомнить день, когда ты собрал рекордное количество просмотров, и почему ты их собрал? Вот в Да, тот я день? знаю. Это были квалификации на The International. Мы играли в составом КБУ. И зрителей было, по-моему, в пике порядка 83 тысяч. Ну вот я уже не могу тогда не задать вопрос про самый тогда большой задавай. донат. Самый большой донат. Самый какой большой был? донат. Ну, вообще не славится мой стрим с донатами. Но единоразовый донат, наверное, самый большой был что-то в районе 1000, мне кажется, 30, может 20, что-то такое. Ну, это вообще фигня. Ёбаный в рот. Никогда в жизни столько не видел денег в руках. Может быть, дело в том, что нет веб-камеры? Может быть, надо было бы уже поставить вебку? Почему ты не ставишь вебку? И сердечки. Да. Возможно. Да нет, ну вебка, я считаю, что лично мне она не нужна, потому что качество остальных вещей упадет. То есть, скорее всего, я буду играть немного хуже, скорее всего, я буду говорить что-то немного хуже. Ну, я считаю, просто вы бездарны. Я бы даже назвал, наверное, каком-то, знаешь,
отдельным видом стриминга. Если вот был бы учебник по стримингу, то, скорее всего, был бы под вид стрим без вебки. Когда зритель смотрит, и он, в принципе, может сам представлять, какие там эмоции, возможно, сейчас стример, что он делает Во и так что далее. ты одет. Да. То есть, мне кажется, в этом тоже есть своя суть, своя соль. Проект Стримхата, он тебе принес какой-то выхлоп? Друзья, мы сейчас пойдем сосаться на небольшой перерыв. Нет. То есть это нам. энтузиазм? Это все-таки не я один делаю, это есть Митя, есть Артем, ребята, которые продюсируют все это дело. Слушай, ну давай прорекламируем, когда следующий ждать вот запуск Стримхата, и что будет, что хотите сделать там. Так, ну смотри, следующая стримхата у нас будет 12-16 июля. У нас уже есть дата, у нас есть примерный план, но он такой очень относительный. Мы хотим побольше кукинг-стримов сделать. Позовите меня в гости, я тоже хочу. Ты будешь готовить? Конечно, я же готовила СВП борщ прекрасно. Помогите. Так, ну хорошо. Что еще ты можешь готовить? Сейчас при свидетелях я напрашиваюсь на Стримхату. Ты лучше не ты говоришь, что ты приготовишь. У нас, Что ты хочешь? У нас кулинарный поединок там серьезно Я могу будет. бурятские бузы приготовить Так, вам. хорошо. это же все знают. А это бурятскую конью печень привезешь? Конью. Печень, конечно, я могу достать ее в Конину, Москве. хорошо. Я даже знаю, где ее взять. А ты будешь есть сырую печень? Ты же ел у меня на Да. втором дне свадьбы. Да. Будешь есть ее? Но ее готовить Не, особо не я надо, честно, просто порубить. знаешь, я не горю желанием. Я помню, как бы я поел, я попробовал, интересно, очень здорово, но спасибо, не надо второй раз. Как и чай вот тот сигнатурный бурятский. Я как бы холоден к таким вещам. Попробовать интересно, конечно, но на регулярной основе я бы не продолжал есть печень. Если вообще отбросить карьеру про игрока, вот это вот все, ты, в принципе, очень продуктивный парень. Ну, то есть, ты там... Тут интересно, как это обозначение. Так, Продуктивный спасибо. парень. Ты снимал репортаж, дал какие-то интервьюшки, какие-то выпуски, там вот это незаметный репортер, обзоры какие-то на там ноутбуки, аналитика, естественно, у тебя большой стаж. Меня зовут Аристарх. $400 всего лишь в сутки. Вот так вот я его сделал. Просто взял и сделал его просто. Что при этом всем тебе самому наиболее комфортно было и остается? И где веселее всего находиться было? Слушай, ну, знаешь, такие разговорные какие-то форматы в компании, это имеется в виду даже игра в доту меня прельстила в свое время как раз таки этим, то, что ты сидишь с тиммейтами в каком-то войсе, вы шутите, общаетесь и, соответственно, занимаетесь одним делом. Ну ты жирная, блядь, вообще, что ты делаешь? Такого плана аналитика тоже мне нравится, опять же. Ну, сейчас, правда, аналитика уже немного более зацензуренная, там не так весело, задорно. Пиздунка не погоняешь уже? Не погоняешь, да. Давайте введем рубрику «Щемление дня». У нас там Ваньку гоняют. Пиздунка нельзя уже. Врываюсь в секретный шкафчик. Это прям реально... Нужно продержаться максимальное количество времени, чтобы не блевануть. Трежа among glutinous wines. Вайнс. Вино. Но это нет, это все-таки трэжа. Это реально просто... Трежа. У меня есть любимый твой репортаж, где ты берешь интервью, значит, у Алексея Березина, там вот к уроке подходит, говорит, Дред, черепаха. Дред, черепаха. И заканчивается это все, если кто-то досмотрел хоть раз его до конца, дальше, после куроки, и не умер от смеха, то там все заканчивается какой-то безумной вечеринкой, все бегают, бухают, танцуют на столах, поют песни какие-то массово, там, счастливые лица. Вот. Но мы с тобой знаем, что это такие, как вы говорите, сигнатурные вечеринки такие, ничего примечательного, норма. Обычники, да. А какие вечеринки на самом деле по жести вот в киберспорте? Прям. Ну, знаешь, мне кажется, этот вопрос про вечеринки, он как бы... Ну, ты половину их как бы не должен рассказывать вообще, в принципе, что там происходит. Как-то моральные принципы не позволяют или что-то еще. Закон Российской Федерации. Иногда где-то законы, наверное, не позволяют. Я-то сам не знаю, не в курсе. Нет. Вот. Ну вот, например,
Мы играли в «Правду или действие» после киевского мейджора. Может быть, ты помнишь, кстати, Я, ты тоже была к там. сожалению, помню этот день, мы тогда с тобой там и познакомились. Да, да. Но, разумеется, все-таки компания адольтеров, ничего особо серьезного не происходило. Я сказал действие и избрил бороду потом. В общем, маленькое пояснение. Иван Артстайл Антонов. Пидорас. Нихуя, какие ты слова говоришь, ты что, ебанутый? Страшный человек, с ним нельзя играть вообще ни в какие игры, в принципе, потому что это все грозит вам либо нарушением законодательства любой страны, в которой вы Нет. играете. Ты знаешь, с другой стороны, ладно, бороду, хотя бы руку не заставил себя отрезать, как в Пеле, например. Он просто бы мне кинул ножовку вот так и сказал бы, типа, давай. Ты бывший президент студии аналитики. Это правда, это правда. Как это вообще началось все, вот твой путь в аналитику? И как это вообще все устроено? Ну как, у нас все легитимно. Закончился срок, и потом, соответственно, зашел. Ну, кажется, Сергей Ревин сейчас занимает пост президента. Еще у него был очень такой близкий конкурент из партии ВПИДР, Иван Факер-Демкин. Да. Вот, у них как раз таки баталия была. Но партия натуралов победила, и Сергей сейчас возглавляет А как, Студонал. как устроено это все в Студонале вообще? Ну смотри, зашел, поздоровался со всеми, естественно. Первое что, значит, надо узнать расписание. Кто что делает, кто проебался, кого нету. Вот. Кто вчера бухал? Да, 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 все эти вещи сразу всплывают, и ты понимаешь, ага, значит, я вот сейчас, потом так. Все или по расписанию идет, или нет. Вот, дальше грим, дальше садишься. Вот этот фантастический первый эфир, когда просто никто в мире не знает, что говорить. И все, и начинается вот это вот душилово на 1,5 часа каких-то супер непонятных водянистых вопросов. Что вы думаете по этому поводу? Вот это первая задача, соответственно. Ну а потом просто ты смотришь игры или не смотришь, например, игры, и анализируешь. Были какие-то фейлы вот с этим связаны? Фейлы были с другим, когда во время 4-го International я прям выдал отличную фразу. Когда играли Нави, я еще так, в принципе, за них переживал, потому что все-таки наши ребята на Интернешнале. Вот, и задумался, и выдал фразу, что Нави проебали много времени в эфире, соответственно. В итоге нами проебали очень много времени. Потеряли Нави. Это студия аналитики 4-го Интернешнала. Я, значит, меня что-то переклинил, думаю, так, что сказал? Вот, потом, значит, рядом Алеша сидит. Ну, Алеша-то что, порадоваться, он умер просто там на месте по щелчку пальцев. К сожалению. Вот, и все, собственно, начали с этого переться. Вот, это, наверное, был мой самый такой запоминающийся случай в студии аналитики. Пока ты смотришь этот выпуск, в мире происходит немало интересных вещей. К примеру, в Москве стало появляться все больше иностранцев, и в пабах чаще можно услышать традиционный британский, чем русский. Ну и вообще, количество людей в фанатских футболках и шарфиках стало зашкаливать в связи с чемпионатом мира по футболу, который проходит в России. Казалось бы, какая нам от этого радость? Все очень просто. Берем ноутбук, заходим на страницу Action PM и видим, что в честь чемпионата мира букмекерская компания Parimatch дарит каждому 1000 рублей. Депозит не обязателен, фактически регистрируешься на сайте, оставляешь заявку и получаешь на счет косарь просто так. А теперь хитрость. 1000 рублей ты получаешь за чемпионат мира по футболу, а поставить ее можешь на чемпионат мира по доте. Лично мне это интереснее. Значит, так и делаем. Берем бонус от Parimatch и ставим на ваш любимый киберспорт. Всем, кому лень запоминать, что нужно делать для получения этих ништяков, оставляю ссылку в описании. Ну а те, кто не представляет свою жизнь без мобильного устройства, там же оставлю ссылку на скачивание мобильного приложения от букмекерской конторы Parimatch. Рекламное дело сделано, возвращаемся к дреду. Кстати, каждый ваш клик на рекламу – это такая же благодарность, ничуть не хуже лайков под этим видео. Я тебя все стрим да стрим, киберспорт и киберспорт. Но вот есть же какие-то еще отдушины, когда ты out of компьютер, что ты любишь делать вот в отдельно взятое время? Да, есть. Вот несколько сезонов назад я заболел. Я очень серьезно заболел. Так. Я заболел любовью к лыжам. Пам-пам-пам-пам, как голос. Проехали. Вот, очень часто занимался,
И вот как раз-таки сезон назад, то бишь в этом сезоне, попробовал себя в лыжном фристайле. Катался где-то, наверное, дней 5, может быть, неделю. 5-4. Когда не было травм, когда все было нормально, то прям очень-очень часто катался, прыгал, учился. И специально поставил там все обмундирование, чтобы просыпаться, так вот, потянуться и смотреть на это, вспоминать и думать, что вот скоро, сейчас следующий сезон, надо подготовиться, батутики, там все дела. Сейчас вы видите плохую разминку от Андрюши, а потом узнаете, как лев может летать. Благородные охотники, расчетливые убийцы, которые каждый раз душат свои жертвы стремительно и аккуратно. Но этот привычный для нас образ царя зверей, насколько он соответствует истине? Бля, Маш, ты это херово делаешь, подержи камеру, а. А сейчас в исполнении Андрюши элемент дред-черепаха. Куроки из 10. Ты начал заниматься спортом из-за избыточного веса, если можно так сказать, или это не связано никак между собой? Ну, знаешь, это определенно связано, но изначально я хотел найти себе какое-то занятие, чтобы заниматься, как это называется, outside. Outside, да. Первостепенно это не было связано с весом, это было связано просто скорее со здоровьем и с временем Пока играл в доту, то у меня, наверное, каждое предложение будет начинаться с этого. Пока я играл в доту? Пока я играл в доту, да. У меня было достаточно мало свободного времени, и, соответственно, с собой заниматься я не то чтобы, знаешь, и не мог, и не хотел особо, потому что весь фокус на компьютере, на этом квадрате, на мониторе, на пикселях, которые внутри, на этой реке, на 2 тронах, на 4 тиммейтах твоих, уёбках. И в этом направлении мысли были. Когда-нибудь тебе в жизни вообще девушки отказывали, мотивируя это тем, что малыш, ты слишком мягок для меня? Да. Было дело? Был, конечно, драматический опыт в моей жизни. На даче где-то до, кажется, лет 9 или что-то подобное. Мне одна девочка разбила сердце, сказала, что я слишком толстый. Да, но вот я уже через 20 лет взял себя в руки. Через каких-то 20 лет? Да, и теперь я прошел через это. Я, конечно же, не буду задавать тебе вопрос, сноуборд или лыжи. Понятно, что лыжи, и понятно, что с большой любовью и энтузиазмом. А кто еще разделяет вот эти твои увлечения в нашем киберспортивном уютненьком сообществе? Ну, вообще, изначально, вот первый раз, это вообще даже была моя первая в жизни поездка в горы, была с Алексеем Березиным, его прекрасной женой Анной и его прекрасными друзьями. Мы поехали в Домбай. Это были незабываемые несколько дней. Ну, реально было очень круто, было очень весело. Ну смотри, там какая команда отличная подбирается. Вилат со своей супругой Инессой. Да, они тоже катаются. Вот ты, Алексей. Ну там, ладно, С Инессом и Ольгой мы недавно ездили в Сочи. Продолжая тему спорта, я на тренировке на сегодняшней окончательно убедилась, что ты человек достаточно выносливый. Это правда, да. Выносливый, терпеливый, сильный, крепкий парень. А самый долгий свой секс можешь вспомнить? Ну, вообще, мне кажется, это как бы не то, чем можно гордиться. Это же, знаешь, это как
пранк, который затянулся, типа, который вышел из-под контроля. Нет, женщинам нравится многим, когда, ну, типа, вообще в женском мире бытует такое утверждение, что, типа, если долго-долго-долго, значит, парень молодец. Молодец, хорошо. Но, знаешь, вот, когда все выходит из-под контроля, в принципе, где-то, наверное, ну, овер-час точно было. Но, не знаю, ну, максимум 1,5, наверное, вот где-то в этом районе. Малышки, задумайтесь. Хорошо. Это не было поводом для того, чтобы похвастаться. Ну, обычно 2 минуты, как бы, и все. Я плюнул тебе в глаз. Исходя из соображений 3 секунды и пошел, какая девушка способна тебя довести до 3 секунд? Какие девушки тебе нравятся? Мне нравятся красивые девушки, я интересно отвечу. Братан, это банально. Смотри, красивая, умная, скромная, чтобы умела готовить и меня любила, это как бы обычный набор. Я падок, вот знаешь, на что падок? На женский вокал. Это раз. Да, сложный вопрос, интересный, но в конечном итоге мне... Слушай, ну если я лев, получается, то мне нравятся львицы, скажем так. Что бы это не значило, соответственно. Понятно, тебе нравятся, короче, яркие девушки. Сильные, уверенные в себе. Слушай, ну, наверное, да. Под определение Я не львица не знаю, подходит зайчик. я готов сомневаться бесконечно, потому что все это очень индивидуально, зависит от именно человека. Сложно, очень сложный вопрос. Хорошо. Давай лучше оставим, мне нравятся красивые девушки. С кем никогда не должен встречаться киберспортсмен? Или в там этом человек из плане. киберспорта, вот, for example. Ну, с хардлайнершами, с косплеершами тоже, вероятно. Ну, потому что все это, знаешь, это косплей, вот это вот около дотерские фанатки. Я слышал, как Вилат отзывался в своем интервью по поводу этих мадемуазель. Киберблязи. Да, великолепный термин. В целом я с ним во многом согласен, потому что это такое, ну, как это называется в узких кругах, хардлайнерство. Нету никаких искренних, скажем так, эмоций, есть просто желание, так сказать, быстро или прославиться, получить внимание, или, честно, я не знаю, что сделать, просто охомутать какого-то известного чилибосса. Плюс ко всему они в итоге начинают душить их, те становятся хуже играть. Молодые ребята, молодые дотеры, они, естественно, они хотят всего этого, они хотят отношений, собственно говоря, и тепла человеческого тела. И по 3 секунды нет-нет, да-да. Да, вот. И поэтому они с первого плана доты начинают менять свой фокус, свои приоритеты, и это, соответственно, губит их, губит молодежь. Ребят, смотрите, вы же киберспортсмены, у вас есть руки, 2 руки, поэтому подумайте иной раз, когда пойдете, скажем так, проводить вечер с незнакомой, непонятной, неадекватной, ну, неадекватной, возможно, нет, но с непонятной какой-то косплеершей /хардлайнершей, задумайтесь, а может быть лучше все-таки подтянуть немного игру свою, и как-то, я не знаю, но опять же, приоритет надо расставлять, так-то понятное дело, не я судья, не мне судить, не мне давать советы, но тем не менее. Но ты ведь Главное, почаще задавать, мне кажется, вопросы самому себе и почаще на них отвечать тоже пытаться. Андрюш, ну вот мы с тобой как бы за компьютером, за компьютером мы с тобой посидели сегодня, потренировались. Было продуктивно. Да. Что дальше? Что дальше входит обычно в распорядок льва? Вот обычно, если еще есть свободное время, то я иду, внимание, курить кальян. Не знаю, я искренне получаю удовольствие, расслабляюсь и хорошо отдыхаю в таких местах. Ну, тогда я думаю, что я не смею лишать тебя этого удовольствия. Как бы. Погнали. У меня есть 2 шаблона, и оба они связаны с твоими ближайшими друзьями. Первый шаблон — это то, что тебя кикнули из ВП в какой-то степени с подачи Инесса. Второй шаблон, что Rockskis развалились после событий с Лешей. Как тебе удалось сохранить с ними такую близкую дружбу, несмотря вот на все происходящее тогда в твоей карьере? Ну, с Лехой-то не было никаких вопросов по этому поводу. Там ситуация, в принципе, понятная была.
Вот, потом просто немного быть разошлись. После полгода бана он начал играть в командах, соответственно, рваться. У меня не было столько мотивации, вместе уже, соответственно, не играли. Подожди, но ты не думал, что, блин, вот если бы не вся эта ситуация с Лехой, я бы еще играл и играл в этой команде? Слушай, ну знаешь, вот это вот если бы, да кабы, все могло быть по-другому. Меня в свое время, вот когда как раз с Нави, знаешь, становились топовой командой планеты, галактики и, возможно, ближайших галактик, меня тоже звали в Нави, как раз до момента, когда мы начали играть вот в ВП, короче, с НСом, когда остался после ДТС. Вот. Опять же, если бы, да кабы, мне кажется, это не считается все. То есть случилось так, как случилось, и другого нет. Ну, а ситуация с НСом? А с НСом ситуация другая, конечно, немного. Я, собственно, тогда еще был молод и глуп, очень сильно доверял, был частью команды, частью корабля, не хотелось рушить какой-то костяк. Вот, решил остаться, а потом, ну, знаешь, никто не идеален. Вот что я понял из того момента. То, что тогда это, конечно, ударом для меня было. Потом я понял, выслушал НС, услышал то, что, типа, у него, то есть тоже было какое-то не самое лучшее время, ему было как-то вот, достаточно в апатичном состоянии был, типа, ну, кикнуть, ну, ладно, и пофиг, попробовать там по-другому. Оно все понятно, на самом деле, дело житейское. Это, не знаю, главное понять, мне кажется, человека и, как говорится, порастить. Хорошо, ну а вот вся ситуация эта с 3-2-2 вообще как на твоей жизни отразилась, когда это все произошло? Понятно, что у Лехи были проблемы, их было много, он эту карму все отработал. Отработал. А вот в твоей жизни как это все происходило? Это тоже задевало же тебя? Да никак, меня это стороной, по сути, обошло. То есть весь фокус на Лехе, я как бы ни при чем. Да я, в принципе, никогда не был сторонником основных матчей и так далее. Я в целом знал то, что там что происходит, естественно, но сливают и сливают, ладно, типа, без проблем. Я могу тоже подбухнуть, в принципе, как-то сыграть, мне даже не придется ничего, скажем так, никаких 3-2-2 делать. Алкоголь сделать за меня, собственно говоря. Вот, поэтому, но опять же, тут дело такое, если команды как-то что-то решили, то я не буду перечить, естественно, потому что человек командная работа, даже в такой ситуации. Хотя, наверное, если бы был бы, скажем так, более мотивирован вообще в доту играть, побеждать, то, скорее всего, выступил бы против. Но, опять же, приоритет просто по-другому был расставлен в тот момент. В ДТС ты играл с лучшими и тогда еще и с будущими победителями Инта, с некоторыми из них. Вот как ты думаешь, почему они, а не ты? Играли-то вместе, начинали вместе? Да, но опять же, жизнь — это череда решений принятых. Где-то я принимал неправильные решения, соответственно, неправильно расставлял приоритеты, неправильные выборы делал по ходу карьеры своей. Вот, и я думаю, вот в этом и дело. В первую очередь, это, конечно же, приоритеты, потому что если бы у меня была бы мотивация играть такая же, как была там в 2010 году, например, то, я думаю, все было бы хорошо. Но вот как-то со временем, знаешь, подрасслабился. Ты можешь вспомнить ключевую веху, вот ту как раз-таки, которую можно назвать поворотом не туда, поворотом от Инта? Поворотом от Инта... Что вот тогда ты сделал неправильное решение, и это тебя отвело от возможной карьеры твоих же неправильное решение то, что я не пошел в Нави в свое время. Вот. И, соответственно, вот с этого момента начался спад. Когда вот как раз-таки потом кик из ВП, там все было и до этого очень в командах паршивенько, скажем так. Вот, не было стабильности. Вот, и потом со временем уже как-то все спад. Загонял себя в яму. Тем не менее, ты был в числе первых российских спортсменов, которые добились определенного успеха на первом Инте. Каково было находиться там, и что вообще происходило тогда в Кёльне? Что ты там чувствовал? Ну, нет, было, безусловно, здорово. Мы были одной из немногих команд, которые уже неплохо играли в игру. Мы были, в принципе, наверное, объективно топ-3, топ-4 командой. Но там еще случился такой случай интересный, ведь это была как бы бета еще. И Да. организаторы турнира сказали, что, ну, потом уже это стало ясно, то, что за все какие-то баги внутриигровые и прочее, они ответственности не несут, никаких там переигрок, ничего. Почему я это говорю? Потому что у нас в одной игре ключевой, у нас гем не видел варды. Я знаю, да, эту историю. Вот, да, прикольненькая история на чемпионате за $1 миллион, когда на то время ближайший, наверное, по призовым был где-то $1030, и то это было просто событие раз в год, например, проходило.
Вот. И, естественно, мы попытались подать какую-то апелляцию, как-то, проще сказать, помашнить. Но, опять же, нам сказали, что нет, вот так нельзя. А игра была достаточно простая для нас. В один момент просто все наши передвижения были видны врагом, и нас, соответственно, просто, что называется, засплитпушили. Тем не менее, сколько тогда денег вы выиграли и сколько лично тебе пришло? Все про деньги, да про деньги. Тогда мы выиграли $35 тысяч за 5-6 место. Мне пришло, соответственно, 7 тысяч. И на фоне вообще всех призовых, которые были до этого, это реально даже за 5-6 место это была огромная сумма просто. Ну, для молодого дотера прям вообще, ну, это был шок. Когда ты решил, что все, я завязываю с карьерой дотера, у тебя были какие-то страхи? Какие вообще сомнения тебя посещали? Страх неопределенности, потому что, опять же, всю жизнь ты, если играешь в доту, у тебя есть цель какая-то, какая-никакая, потом ее нет. И что делать? Мне кажется, именно поэтому многие уже старые дотеры продолжают играть, при том, что получается это все хуже и хуже, но, знаешь, из-за страха неопределенности они просто не бросают игру. Но рано или поздно все с этим сталкиваются, всем придется закончить, перейти куда-то в другую сферу. Как ты думаешь, почему ты завоевал такую народную любовь массовую? Ну, много же кто стримит доту, как бы, и ты не играешь ни за какой тег. Честно, я не знаю. Мне кажется, спроси у любого стримера, почему тебя смотрят. В принципе, это, знаешь, это, может, скромничаю излишне, но на поверхности оно есть. Скилл. Невероятная игра. Люди приходят посмотреть на человека, который достиг такого уровня игры, на разных героях, на всех, включая самых сложных. На инвокере, например, это, конечно, это семьями, я уверен, собираются люди у телевизоров, закутываются в пледики и просто смотрят и «Вау, как он это делает, боже мой!» Да, а я простой человек. Каждый смог бы играть так же хорошо на инвокере, как я. К слову о любви. Насколько я знаю, ты развелся. И нигде никакой официальной информации, вот из твоих уст о том, что, ребят, я развелся, ее не было. Тем не менее, все пытаются спросить, узнать, а что, почему. Вот можешь ты сейчас своими словами здесь, наконец-то, уже прокомментировать эту ситуацию в твоей личной жизни? Всем интересно, я думаю. Хорошо. Нет никакой информации, потому что я сторонник того, что все-таки личная жизнь должна быть личной. Опять же, нужен какой-то свой уголок, где ты не публичная личность, а где ты просто человек, собственно, и вот это, мне кажется, как раз та самая вещь. Вот. А почему развелся? Ну, ты знаешь, в определенный момент, когда заканчивается страсть, остаешься с человеком, скажем, один на один, с его характером, и как-то уже начинает проявляться то, что вот не совсем то, не подходите друг к другу, не получается, знаешь, такой какой-то синергии, нету этого всего. И тут, собственно, нужно принимать решение какое-то. Ну, вы достаточно дружно это все решили, да, насколько я знаю? Ну да, у нас не было никаких скандалов, никаких драм, по сути, все нормально разошлись, полюбовно, что называется. Это было здорово. Жаль, что, к сожалению, иногда это подходит к концу. К сожалению, нельзя бесконечно наблюдать за этим праздником. Тем не менее, все запомнили тот факт, что ты был женат, именно из-за того, что была очень интересная и необычная свадьба у тебя. Можешь какие-то самые яркие моменты вспомнить и рассказать вот всем, что там было? Ну, вообще, не знаю, мне кажется, достаточно обычная свадьба была, за исключением одного момента. Обычная русская свадьба с медведем. Да, даже в какой-то мемо-паблик попался вот эта вот фотка с медведем, типа вот эта вот стандартная русская свадьба, там все дела. Вообще, не знаю, нафига он был там нужен, как но он там взялся? Тем не менее, просто мы когда пришли, соответственно, к организаторам, они предлагали различные фишки, типа, ну вот там можно это, можно какое-то выступление группы, можно вот медведя. Медведя можно. Так, медведя. Не знаю зачем, но можно, почему нет. Вот, так появился медведь. И есть момент, то, что некоторые гости, которые связаны с дотой, некоторые вообще люди, которые, в принципе, осведомлены, то, что была свадьба и видели фотки, подумали, что это Virtus.pro, соответственно, сделали подарок. Привели медведя. Но нет, Virtus.pro не привели медведя. Медведь там был изначально. Ты бы хотел снова это все попробовать? Свадьбу, супругу, семью? Вообще в каком ты сейчас моральном состоянии? Вот ты... Ну, я понял, что пока вот, свадьбу точно не хотел бы пробовать, потому что, опять же, как сказал до этого, пару секунд назад, это достаточно странное, мне кажется, мероприятие. А супруга и семейной жизни, в принципе, конечно, с какой-то стороны не хватает все это, но я понимаю, что это, знаешь,
это тоже привязка к привычкам каким-то. Мне, в принципе, сейчас и так хорошо. То есть мне особо нету желания какого-то жениться, там, скорее, семью, детей, там, и так далее. Такого нету. Друзья, напоследок мы решили, что этот выпуск был бы неполным, если бы Андрею не предоставилась возможность еще раз пустить в ход свои очаровательные способности интерьера. Давай, жги. Караван охуительных историй с Андреем Голубевым. Да, спасибо большое. Как в старые Маша, добрые. Спасибо в первую очередь, то, что ты пришла к нам. Это большая честь для нас. Вот скажи, первый вопрос наклевывается. Ты сейчас выступаешь в медиапространстве с амплуа такой, знаешь, жгучей брюнетки. Ты пользуешься своей сексуальностью, но ведь ты, очевидно, не всегда такой была. У тебя тоже было детство, ребячество какое-то. Я знаю, что ты из Улан-Удэ, но ты очень часто ездил отдыхать к бабушке на Байкал своей. Вот расскажи какие-то из детства моменты, которые тебе запомнились. Значит, у бабушки на Байкале в мои обязанности входило, во-первых, что самое главное, чистить рыбу, потому что это Байкал, и там дедушка ловит рыбу, и ты ее чистишь, потому что, а кто еще? Поэтому я с детства хорошо чищу рыбу и очень люблю ковыряться в кишках. То есть, вот, дорогие друзья, это была не та Маша немного. Немножко другая. А так это ж я тебя заставляла конью печень-то сырую есть. Вот, это как раз был мой следующий вопрос. А сама ты как относишься к таким блюдам? Крови, вот ко всем этим вещам? Вот есть отличный рофл, как вы говорите. Рофл, да. Про бурятских девушек. Вообще, девушек из Бурятии. А девушки у них кровь с молоком смешают и пьют. Вот это немножко о моих гастрономических предпочтениях. Ну, просто детство в бурятской деревне, грубо говоря, это большое количество свежей крови. Кровяная колбаса. Забивают кого-то, тебе дают сразу сырой печени покушать вкусненькой. Для здоровья полезно. Хорошо. Как хочешь это понимать. А какие-то еще развлечения были у вас, кроме того, чтобы покопаться в кишках, попить крови? Да, были. Так я вокалом с 3 лет занималась. У меня вот было 2 крайности. Либо я все время в музыкалке, либо я у бабушки тусуюсь. Пьешь кровь. Интересно, интересно. И еще один очень важный момент. Тебя часто называют шаманка. Да. Расскажи, откуда это повелось, как так случилось? Один из моих дальних предков действительно был представителем древнейшей народности, которая в свое время жила племенами на территории Бурятии, тогда еще древний. Вот. Да, действительно, тунгусский шаман, там, древний родственник. Я думаю, ты же сам знаешь. Я знаю, да. Это нисколько не ложь, потому что я сам на себя ощутил эти шаманские приблудия, вот эти вот. Расскажи людям. Да, значит, манипуляциями руками Маша излечила мое плечо, которое болело где-то на протяжении 3 месяцев уже после того, как, казалось бы, зажило. Голову могу полечить руками. Расскажи про вот первые твои, знаешь, какие-то отношения или про первого мальчика, который понравился. К сожалению, Андрюш, эта информация уже давно представлена на сайте cybersport.ru. Поэтому любовь в моей жизни только одна. Бородатый парень, который сейчас находится за кадром. Это моя первая настоящая любовь. Жень, дай голос. Вот. Да. Видишь, он согласен со мной. Видна связь, чувствуется. Но есть еще один наболевший вопрос, который я не могу не спросить. Когда Папич? Когда Папич? Когда Папич? Я не могу прямо ответить на этот вопрос, иначе интрига пропадет. Одно могу сказать, смотрите наш канал. Все личности, которых вы очень хотите увидеть, рано или поздно здесь появятся, это точно. Да, и, конечно же, не забывайте ставить лукасы, подписываться на различные вообще инстанции. И от себя хотел сказать еще спасибо за эти прекрасные дни. Очень интересно было поучаствовать. Надеюсь, что удача будет преследовать ваш проект, и все у вас будет хорошо. Спасибо большое, Андрюш.